Приветствую вас, дорогие зрители, на моем канале. Сегодня мы рассмотрим фрагмент тренировочного занятия по постановке наката справа. Я продемонстрирую, какие упражнения использую и как самостоятельно ставлю своим ученикам накат справа. В этом видеоролике герой пришел в первый раз на мое тренировочное занятие, поэтому присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Если вы впервые на моем канале, меня зовут Иван Толмачев, и это канал о настольном теннисе. Здесь я делюсь знаниями и фишками, которые улучшат ваше спортивное мастерство. Поэтому ставьте лайк, ставьте колокольчик и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски каждую неделю. Первое, с чего начинается тренировка наката справа, это с базовой стойки. Здесь мы обращаем внимание, как стоят у нас ноги, развернут корпус и стоит локоть. Основные моменты. Что расстояние между впереди стоящей ноги от сзади стоящей в полстопы. Носки смотрят немного в сторону. Корпус развернут в полоборота, локоть впереди согнут под углом 90 градусов. Локоть и кисть в одной плоскости. Ракетка – продолжение руки. Обращаем внимание на последовательность удара. Вначале на замах уходим немного в правую ногу и разворачиваем корпус. На ударе стартует левое бедро и одновременно левое плечо. Потом правое бедро и одновременно с ним поворачивается корпус с правой рукой. Локоть стоит на месте. Удар выполняется за счет корпуса и предплечья вперед. Кисть неподвижна. Дальше мы разбираем положение локтя в пространстве. У нас есть две линии тела, куда не должен заходить локоть при ударах, а если точнее само плечо. Это линия впереди нашего тела, здесь локоть не должен зайти внутрь к ребрам, и боковая линия, он не должен уходить назад при замахе за спину. Он всегда находится сбоку, чуть впереди. К телу не прижимаем, на глаз поставить локоть можно, прижав большой палец к телу, а указательный к самому локтю. Это будет универсальное расстояние для каждого. Корпус тела вперед, вес тела на носочках. В начале центр тяжести распределен на обе ноги, на замах уходит немного в правую, на ударе в левую. В начале мы учимся чувствовать движение. Нарабатываем удар на колесе. На данном этапе необходимо почувствовать руку и плечевой пояс. Главная задача, чтобы движение начиналось от левого плеча и удар происходил за счет разворота корпуса. Особое внимание обращаем на состояние мышц. Они должны быть расслаблены и легкие, не должно быть сильного напряжения. Также обращаем внимание на кисть. Она не сжимает ракетку, а лишь слегка держится большим и указательным пальцем. Остальные пальцы придерживают. Тонус должен быть таким, чтобы вы легко могли ее вытащить из руки, но при этом она не болталась и не могла вылететь. Во время удара локоть стоит на месте. Удар выполняется за счет предплечья, движения вперед-внутрь. Необходимо, чтобы рука начинала правильное движение и его заканчивала. На замах вы также встаете за счет корпуса. Окончание удара должно выглядеть так. Ваши плечи смотрят в направлении удара, то есть в правый угол. И указательный палец на ракетке тоже смотрит в правый угол. На первых порах возникают две ошибки. Первая. Рука с локтем уходит к левому плечу. И вторая. Вес тела уходит в сторону и игрок заваливается в бок. Получается, игрок не разворачивается вперед, а заваливается. Это выглядит как покачивание из стороны в сторону. Из-за этих ошибок сразу теряется точка удара. Чтобы это исправить, я использую подводящее упражнение с палкой сзади. Оно используется для того, чтобы игрок смог делать удар без использования руки и чтобы он почувствовал ось удара, как его тело двигается вокруг своей оси, а не качается и не заваливается по сторонам. Здесь очень важно следить, чтобы плечи всегда оставались на одном уровне. Если они будут на разных уровнях, это показатель, что вы повернулись не совсем правильно. Тренируем это до тех пор, пока ученик не почувствует полностью работу корпуса при ударе. После этого мы начинаем работу по мячу на БКМ. Для того, чтобы движение было правильным и стабильным, для начала должен быть правильный одиночный удар. На БКМ удобнее всего выявить ошибки и на ходу их исправить, чтобы каждый следующий удар был четче. Сейчас у игрока во время удара выворачивается кисть, из-за чего мяч летит по навесной траектории. Эту ошибку необходимо исправить, так как от этого игрок в дальнейшем не сможет освоить блок, удар и топ-спин. Мяч все время будет улетать в аут. Второй момент. Игрок стал лучше делать движение, но все еще опаздывает корпус, и движение идет больше за счет руки.
Чтобы исправить ошибку с кистью, для начала надо ее осознать. Я показываю игроку, как он делает, а затем как надо делать. Ракетка должна быть немного в закрытом положении, необходимо делать касание центром ракетки в центр мяча, как бы толкая его вперед. После работы на БКМ усложняем упражнение. Теперь пробуем делать на стабильность, чтобы игрок поймал точку. Здесь я объясняю про точки стола, что накат играется в наивысшей точке, а игрок часто играет по опускающемуся мячу, что свидетельствует, что он опаздывает. Для этого я ему просто говорю подойти к столу, после чего эта ошибка уходит. У нас появляется ритм и стабильность в исполнении удара, но так как кисть и остальное тело гуляют во время удара, мы снова повторяем работу на колесе, чтобы игрок еще лучше почувствовал и осознал свое движение. Когда игрок делает весь комплекс по второму кругу, он начинает понимать, что, зачем у него работает и где что опаздывает. Моя задача как тренера вначале поставить общую структуру движения, чтобы игрок мог попадать этим ударом на стол, а затем уже настраивать потихоньку детали, как говорят в теннисных кругах, чистить технику. После этого мы начинаем делать упражнения на стабильность. Первая цель, которую я ставлю ученикам, это 20 повторений. Это не очень много и не мало. Работа на стабильность заставляет игрока постоянно следить за мячом, а самое главное играть в точки и попадать в ритм ударов. Здесь мы учимся чувствовать скорость полета, направление удара, как стоят ноги и как работает корпус. В идеале спортсмен должен выполнять элемент 100 раз, и без разницы, накат это или топ-спин, это показатель, что у игрока выработалась точность движения и стабильность. Эталонного движения за одну тренировку невозможно добиться. За одну тренировку формируется лишь его основная часть, а потом уже с каждой тренировкой накладываются ноги, игра по медленному мячу, по быстрому, по высокому и так далее. Поэтому, если вы надеетесь научиться играть за месяц на хорошем уровне или еще лучше за одну тренировку, то, к сожалению, такого не бывает. Чтобы поставить базовую технику, уходит от 6 до 12 месяцев при условии системных тренировок 2-3 раза в неделю. Если реже, то времени надо будет больше, от 1 года до 2. Вот так проходит мой тренировочный процесс. Если вам оказалось полезным это видео, ставьте лайк, ставьте колокольчик и подписывайтесь на наш канал. Всего доброго, до встречи!